Только 20% заболеваний печени все еще вызваны алкоголем. А остальные проблемы с печенью связаны вообще с другими причинами. Только 60% пациентов с болезнями печени страдают от желтухи, в то же время как аж 80% больных ощущают постоянную усталость, не исчезающую даже после ночного сна. Поэтому у людей с нарушениями функции печени может изменяться режим сна. Почему возникает гормональный дисбаланс? Какие неалкогольные факторы чаще вызывают заболевания печени? Меня зовут Юлия Щербатова, я кандидат медицинских наук, я главный врач клиники, и в этом ролике я расскажу вам о 8 признаках серьезных проблем с печенью. Признак первый. То, на что некоторые не обращают никакого внимания, но вдруг вы узнаете себя, и это будет здорово. Это зуд в конечностях. Особенно ночью, когда замедляется кровоток, когда человек расслабляется, начинается невыносимый зуд в ладошках, в стопах. Почему так происходит? Потому что в крови накапливается количество критическое желчных кислот, которые правильно не выводятся из организма. Они начинают раздражать внутреннюю выстилку сосудов, нервные волокна считывают такую катастрофу в сосудах, передают в мозг, и мозг интерпретирует это как зуд. Зуд этот ничем не успокаивается, ничего не помогает, ни походить, ни помазать, ни там, в холодной воде ноги подержать, ничего не помогает. Это один из главных признаков поражения печени. Второй признак очень распространенный, но такой неспецифический, что тоже можно не обратить на него внимания. Это упадок сил. Причем такой, когда ни ночной сон, ни занятия спортом, ни еда, ни энергетики, ничего не помогает вернуть уровень своего такого бодрого состояния. Человек зачастую просто думает, ну ладно, как-то пройдет, но не пройдет. На самом деле это не усталость. Это глубокое истощение клеток прямо на уровне ядра клетки. Не происходит нормального поступления в клетку питательных веществ и не происходит вывода из клеток продуктов распада. Печень не работает как мусоросжигающий завод, поэтому накапливается истощение клеток и выражается как усталость. Третий признак проблем с печенью – это дряблая кожа, выпадение волос, сосудистые звездочки, красненькие пятнышки, которые у здоровых людей никогда не бывают в любом возрасте, и у молодых их очень трудно найти. У большинства из вас они, скорее всего, есть. Вот посмотрите, называются рубиновые точки или пятна Тужилина, мы их называем. Маленькие такие гемангиомки. Когда они начинают появляться? Тогда, когда печень начинает сбоить, печень начинает плохо перерабатывать продукты жизнедеятельности организма, они попадают не туда, куда надо, не выводятся во внешнюю среду, а начинают накапливаться в тканях. Функционал клеток меняется, организм приспосабливается под эти метаболиты гормонов, которые не вывелись вовремя, и тогда кожа становится дряблой, волосы выпадают. Это те признаки, которые позволят вам обратить внимание на работу вашей печени. Под одним из шортов про печень вы говорили про пятна Тужилина как симптом проблем с печенью, и многие писали, что нет, это не так. Этим людям позволительно писать, что это не так, потому что они не знают некоторых нюансов. А нюансы таковы. Печень метаболизирует все продукты жизнедеятельности наших всех систем и органов до конечных продуктов. Когда печень плохо с этим справляется, возникают избытки тех метаболитов, которые должны были бы быть инактивированы и выведены за пределы организма. Когда так не происходит, когда печень не справляется с этим совсем, когда, например, человек получает там разные препараты, например, на которые печень вообще не рассчитывала, или есть там какие-то интоксикации, есть условия, когда клетки печени замещаются жировой тканью, то есть довольно много причин. Метаболиты гормонов, например, являются тем субстратом, той основой, на которой начинает проявляться и колоситься гиперпластический синдром. Это когда клетки любых других органов, любых других тканей начинают делиться неконтролируемо. До тех пор, пока эти процессы носят доброкачественный характер, все говорят, да ладно, ну подумаешь, липома где-то, ну подумаешь, там пятна на коже появились. Что такого-то? Никто от этого не умирал. Но когда этот процесс приобретает злокачественный характер, тут все начинают говорить, боже, боже, кошмар, кошмар. Но смысл в том, что все эти проявления устроены единообразно. Только печень начинает сбоить, вот тогда у нас начинаются проблемы с кожей, которые выражаются таким образом, проблемы с подкожной клетчаткой, когда мы набираем вес, проблемы с другими органами, в которых начинают появляться, например, опухоли. Четвертый признак проблем с печенью – это нарушение работы щитовидной железы. Вам нужно знать, что печень активирует тиреоидные гормоны. Именно с помощью работы печени определенных сложных процессов происходит
активация гормонов щитовидной железы и вся работа других органов и тканей становится возможной. Проблемы проявления гипотиреоза, даже когда там бесконечный разговор, когда вы говорите, вот я сдала все анализы, все гормоны щитовидной железы у меня в порядке, организм испытывает проблемы с энергией. Вы накапливаете лишний вес, у вас выпадают волосы, кожа сухая, бледная, вы мерзнете, у вас происходят необъяснимые проблемы с желудочно-кишечным трактом, вы не можете переваривать одно, другое, пятое, десятое. Вот такие проблемы проявления именно работы щитовидной железы связаны с тем, что печень не может, не смогла, не успела, не получилось у нее активировать гормоны щитовидной железы, приводит ко всем этим нарушениям. И получается такая красивая картина гипотиреоза. Хотя она не настоящая, не от щитовидной железы, а от печени. И вообще нарушение работы печени – это такая скрытая причина для многих нарушений работы эндокринной системы в целом. Пятый признак нарушения работы печени – это низкий уровень витамина D в крови, даже если вы принимаете солнечные ванны и принимаете витамин D в добавках. Происходит нарушение активации витамина D в печени и нарушение накопления витамина D в печени, потому что печень выполняет роль депо, такого основного хранилища и распределительного центра витамина D для всех органов и тканей. Если витамина D в организме мало или если в депо пусто, что выдает нам организм в виде симптомов. Это повышенная утомляемость, это рост новообразований, это нарушение работы иммунитета, это нарушение когнитивных функций, это нарушение памяти и много-много других проблем. Шестой признак нарушения работы печени – это потемнение мочи, это осветление кала, это неприятный запах мочи, неприятный запах пота. Печень выполняет основную роль мусоросжигающего завода в нашем организме. Если по каким-то причинам печень не работает, не выводит токсины, в кишечнике происходит катастрофа, желчные пигменты не окрашивают кал в нужный цвет, вы получаете светлый кал на выходе, но зато моча становится цвета пива. Даже если ваша моча немножко потемнела, обратите, пожалуйста, на это внимание. Это может быть грозным симптомом нарушения работы печени. Седьмой признак нарушения работы печени – это повышенный холестерин. Холестерин копится, потому что печень не может дальше переработать его в полезные продукты. И это не связано часто с тем, что вы едите много жирных продуктов и неправильно питаетесь. Очень многие люди, которые находятся на правильном питании, имеют повышенный уровень холестерина в крови. Когда в этих случаях мы вынуждены, скажем, следуя клиническим рекомендациям и стандартам оказания медицинской помощи назначать статины. Статины действительно снижают уровень холестерина, но, к сожалению, не устраняют причины накопления холестерина. Поэтому, если у вас, у молодого человека, там 35-40 лет, впервые начинает повышаться уровень общего холестерина и меняться холестериновый индекс в крови, обратите на это внимание и обязательно сходите с этим к эндокринологу. Это прям важный момент, прям такой. Восьмой признак нарушения работы печени – это вздутие живота. Это бурление, неприятное ощущение после еды, даже после легкой еды возникает тяжесть в животе. Такое ощущение напряжения живота. Если вы с таким сталкиваетесь, обратите, пожалуйста, внимание на вашу печень. Желчные кислоты и желчь в целом – это такой универсальный агент, который расщепляет наши жиры, которые мы съели, который делает возможным расщепление той пищи, которую мы съели, до тех продуктов, которые могут транспортироваться через кишечную стенку, то есть делать продукты усвояемыми. Если желчи недостаточно, если изменился химический состав желчи, если есть нарушение оттока желчи из печени, то возникают множественные проблемы с перевариванием. И тогда уровень белка в крови вашей падает, тогда в крови возникает избыток жиров. И самое главное, выражается это в этих неприятных ощущениях в животе. Это такая подсказка от вашего кишечника, что там происходит какая-то катастрофа. Если желчь поступает в недостаточном количестве или плохого качества, то возникает процессы брожения, гниения, процессы задержки пищи или наоборот, быстрой эвакуации, поноса. Все проявления со стороны живота очень часто связаны с нарушением работы печени.